Всем добрый вечер. Сегодня у нас очередная встреча. И встреча будет такая очень важная, на мой взгляд, потому что, как выяснилось, оказывается, мало кто знает о том, о чем мы будем сегодня говорить. Но сегодня, учитывая ту ситуацию с вирусом COVID-19, которая сейчас происходит в стране и в мире, я посчитал необходимым дать информацию по прибору, который дает возможность защиты и излечения от данного вируса. Но хочу сразу оговориться. Пожалуйста, не принимайте это за замену медикаментозной терапии. Я об этом говорю почти всегда, чтобы вы понимали, что врачебная деятельность, те достижения в плане медикаментозной терапии COVID-19, они никак не могут отменяться. И все требования по вашему состоянию, если требуется там медикаментозная терапия, госпитализация и прочее, все это должно быть. Это вы имейте в виду, пожалуйста. Просто даже если, скажем, здесь о чем разговор? О том, что этот прибор действительно помогает защищаться от этой инфекции. Он помогает в процессе лечения этой инфекции, потому что были результаты, которые показывают о том, что инфекция переносится легче, без осложнений и нет летальных исходов. И в этой ситуации, даже если вы попали куда-то в стационар, например, вы не дома, но ваши родственники, вы это узнаете сегодня, ваши родственники могут работать на вас через этот прибор. Здесь не обязательно работать даже самому человеку, если он себя плохо чувствует, ему не до концентрации. Поэтому здесь на вас возлагается, как на родственников, эта ответственность. И кроме того, что мы поговорим о приборе, с которого как бы были созданы еще и медицинские приборы, сегодня создаются, да? Но уже на базе первого прибора есть приборы медицинской направленности. Сразу хочу сказать, что на данные приборы есть два сертификата. Один сертификат – это международный европейский сертификат, касающийся технического состояния данного прибора. Второй сертификат европейского образца на то, что этот прибор является медицинским. Ну, давайте начнем знакомиться с этой технологией. Я просто считаю так, что вот есть в медицине известна такая фраза, что нужно работать так, чтобы больному не навредить. Вот этим прибором навредить больному никак нельзя. И поэтому здесь я считаю возможным поделиться информацией той, которую я знаю. Но не делиться информацией, в моем понимании, тоже неправильно. Я что-то знаю, я это использую в своей жизни. Вокруг меня люди ходят и не знают. Может быть, десяток, 20 человек, им будет ленивы, они не захотят этим заниматься. Это дело выбора, свободного, здесь проблем-то нету. Но вдруг могут же появиться и те люди, которые как раз увидят в этом какое-то дополнение к решению своих задач. Это как дополнительный фактор, который можно использовать в процессе защиты и лечения от данной инфекции. Еще раз скажу, никто СИЗы не отменял, и они должны быть использованы. Это средство индивидуальной защиты. Это обязательно. Итак, переходим к самому прибору. Значит, прибор был создан на начальном этапе, их было несколько. И вот один из приборов – это прибор, который использование его было для программы обучения по учению Григория Гробового. Автор этого прибора, этого изобретения, Григорий Петрович Гробовой, он доктор физико-математических наук, доктор технических наук. И он еще профессор в области особо опасных объектов. Он занимался контролем особо опасных объектов в этой стране. Ну, это так, информация, кто не знает. Информации довольно много, и я считаю, что информацию о человеке нужно брать из первоисточника. Это в первую очередь, я вот сразу же подчеркну,
Всю информацию о трудах, о человеке нужно брать из первоисточника. Пожалуйста, поменьше ориентируйтесь на средства массовой информации. Здесь лучше все-таки брать из первоисточника. Читать труды, смотреть, что это такое. Так вот, этот прибор был изобретен Григорием Петровичем Гробовым. Использовался этот прибор ПРК-1У, позволяет человеку с высокой скоростью развивать свои сознание и дух и брать под свой осознанный контроль события своей жизни. Здесь мы очень глубоко, конечно, не будем вникать в эти проблемы, что такое сознание и дух, хотя, конечно же, отдельную информацию по этому поводу мы здесь проговорим. Вот это общий вид этого прибора, когда он был создан впервые. Вы видите здесь оптические системы, 3 линзы, и сам значит, прибор металлический. В дальнейшем он модифицировался, и вы это увидите на других приборах. Модификация подразумевает еще линейки с цифровыми рядами. Итак, мысль человека – это слабый световой сигнал, который за счет существования всеобщих информационных связей между всеми объектами реальности взаимодействует с ними и одновременно влияет на них. Значит, развивая свое мышление, можно так настраивать свое сознание и развивать свой дух, что каждая мысль человека будет являться управляющей. И человек посредством своего обычного мышления, направленного на созидание и обеспечение вечной жизни себе и всем, сможет по факту своего присутствия на Земле, в физическом теле, управлять всей реальностью так, как это делает Создатель. Здесь некоторые фразы могут быть необычными для людей, которые впервые знакомятся с данным учением, с данными приборами. Ну, воспринимайте настолько, насколько вы сможете. Я сейчас дам просто общую информацию по данному прибору, а потом перейдем к целевым приборам, которые необходимо сегодня нам было бы использовать. Итак, вот здесь есть картиночка, которая показывает общую структуру сознания. Вот оно, поле сознания, и вот, скажем, поле вашей мысли. Мысль – это светящийся объект. Человек, размышляя, взаимодействует с информацией всего мира. И такое взаимодействие, если оно точно направлено, может нормировать любые объекты реальности, в том числе и здоровье человека. Ну, вот здесь на картинке мы это видим. Человек живет обычной жизнью, мыслит, и его мысль, если она целенаправлена, то она помогает восстанавливать какие-то объекты в окружающем мире до нормы. Но при этом, как мы уже говорили, мысль должна иметь созидательный характер. Собственно говоря, прибор развития концентрации 1У к этому и приводит. И вместе с семинарами, которые есть, это все приводит к тому, что мысль становится более эффективной, и она несет созидательный характер. Ну, вот здесь тоже подчеркнуто, как человек взаимодействует с окружающим миром. Учение Григория Гробового – это система знаний, позволяющая развивать сознание и дух человека посредством его мышления. В патентах на изобретение Григория Гробового сказано, что при чтении трудов Григория Гробового и учении по методам Григория Гробового в сознании человека генерируется нормирующий биосигнал. Ну, вот здесь показано, как это все на картиночке, как это примерно происходит. Да? Человек изучает труды, и возникает нормирующий сигнал. В трудах зачастую используются цифровые ряды, вы это еще увидите, они тоже являются гармонизирующими, есть механизмы, принципы, по которым они работают. С этим потом, кому будет интересно, знакомиться сам. Вот патенты, на основе которых было сделано данное изобретение. Генерация человеком нормализующего биосигнала возникает при мышлении, концентрациях в процессе использования произведений Гробового. Защищен этот способ патентом на изобретение Григория Гробового, способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления, реализации вечного развития. Есть способ, по которому оператор распространяет биосигнал и получает созидательный результат спасения на себя лично.
так и любых других объектов реальности. И это является доказательством того, что мышление обладает определенной физической активностью, физической проявленностью. В описании указанного патента записано, что способ применения действия генерирующего биосигнала дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы. Таким образом, запатентован способ, доказывающий, что чтение и изучение произведений Григория Гробового способствует нормализации событий человека в направлении вечного развития, так как предотвращение катастрофических явлений в организме и окружающей среде способом применения своего сознания, генерирующего биосигналы посредством мышления, организовывает вечную жизнь. Система преобразования мысли в световое излучение для передачи информации с целью нормирующего управления и обучения, возникающая при мышлении, концентрациях в процессе использования произведений Григория Гробового, защищена патентом на изобретение Гробового системы передачи информации. В описании указанного патента записано, что из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния. Заявленная система передачи информации работает следующим образом. В качестве оператора, передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. Таким образом, запатентована передача данных с помощью мысли любой системе. Это позволяет направлять нормирующие в область вечного развития излучения мысли, сформированные произведениями Гробового в области организма и внешней среды, и создавать таким образом вечную жизнь. Тут я могу дополнить сразу, чтобы так не возникало каких-то непонятностей. Весь мир наполнен волновыми конструкциями. Вообще весь, нет пустот. Везде есть какие-то микроволны. А давайте вспомним с физики, что такое свет. Свет – это частица, фотон – это волна, правильно? И поэтому мы как раз здесь и говорим о том, что мы передаем мысль, а мысль – это световой поток, передаем мыслью какую-то информацию. Но тогда любой объект, который нас окружает, он в принципе по своей внутренней структуре тоже является волновым. Мы можем определиться в этом. И тогда мы через свои излучения можем взаимодействовать с любым объектом. Здесь показан принцип, как это происходит, передача. Это на одном приборе, значит, идет воздействие и передается на любое расстояние, в любую зону, другому человеку информация. Прибор ПРК-1У тренирует сознание, развивает концентрации вечной жизни, реагирует на мысль человека, на его мышление и помогает человеку в саморазвитии. Когда мы здесь говорим все время о вечной жизни, нужно понимать, что это разговор идет о том, что восстанавливается структура вашего тела до нормы. Наверное, не секрет для многих, что старение – это болезнь. Есть такое понятие, что старение – это болезнь. Раз это болезнь, значит, она имеет варианты лечения. Нужно их найти. И вот как раз данные системы, они помогают решать эти вопросы. Хотя, опять же, повторюсь, и в медицинском аспекте довольно крупные, серьезные разработки идут в этом направлении. Но это вот еще одна система, помогающая решать подобные вопросы. И вопросы старения, и вопросы заболеваний отдельных, тяжелых. В функциях прибора заложено, что идет структурирование управления посредством выделения материи вечной жизни. Прибор ПРК-1У создан на основе изобретений Григория Гробового, способ предотвращения катастроф и устройства для его осуществления. И второе изобретение – это система передачи информации. Вот те патенты, о которых я говорю. На внешней поверхности прибора располагается линза, оптическая система, которая является приемником прибора. Оптические характеристики и взаимодействие и взаимное расположение линз на внешней части прибора реализовано на основе патента системы передачи информации.
При концентрации внимания на линзе прибора, при одновременном удержании в сознании цели управления, преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния, то, о чем мы говорили выше. Именно при концентрации специальным образом на линзах прибора человек может вступать с прибором в коммуникацию. Помните, я вам говорил, линейки появятся с цифрами, и вот они. Это уже новая генерация прибора. О чем важно понимать, что прибор управляется сознанием человека. А это значит, что для работы с прибором человек должен постоянно осуществлять активную мыслительную деятельность. Если просто смотреть на прибор и ни о чем не думать, не производить концентрацию внимания, то работа с прибором не будет производиться. Этот прибор направлен именно на развитие концентрации. Он не взаимодействует напрямую на материю тела человека. Прибор взаимодействует только с мыслью человека определенным образом, построенную и направленную. Вот почему программа использования прибора называется программа обучения по учению Григория Гробового с использованием прибора ПРК-1У. Всем людям, активно работающим с прибором, Григорий Гробовой предоставляет свободный доступ к своим трудам в разном объеме, в зависимости от варианта использования. Контракт на 4 года, там разовые сеансы и так далее. Изучение трудов с помощью прибора позволяет человеку понимать и запоминать содержание книг и семинаров с большей скоростью и эффективностью. Внутренняя оптическая система прибора собрана в соответствии со способом предотвращения катастроф и устройством для его осуществления. А это значит, что любая мысль, взаимодействующая с прибором, нормируется с учетом гармонии всех элементов мира. То есть при работе с прибором человек не может ничего разрушить и не может никому навредить. Вот так вот устроен прибор. Это вот его внутренняя конструкция. Здесь вы тоже видите оптические системы различные, которые как раз создают электромагнитные излучения, и в том числе создают условия концентрации на данном приборе материи вечной жизни. При включении прибор выделяет полевую характеристику вечности, то, о чем я сказал. Это, конечно же, Photoshop, чтобы никого не смущало. Чтобы видеть эту структуру, это нужно развить управляющее ясновидение, оно постепенно развивается, и с этим прибором в том числе. При включении прибора отсекается информация, вибрационные характеристики которой не соответствуют вибрациям материи вечности. То есть все, что негативно, оно как бы отсекается во время работы с этим прибором. Ну, здесь схематично это показано. Вот информация, которая не соответствует вибрационным характеристикам материи вечности. И тогда получаем мы чистый поток. Да? Вот на картиночке мы здесь видим чистый поток. При взаимодействии сознания человека и прибора для увеличения времени и силы концентрации не тратятся ресурсы сознания. Прибор ориентирован и обеспечивает управление только по развитию концентрации вечной жизни. Соответственно, он в этом смысле абсолютно гармоничен в том плане, что он реализовывает жизнь, помогает именно обеспечению вечной жизни. При включении прибора ПРК-1У на ясновидении видно очень мощное увеличение интенсивности излучения мысли у человека, работающего с прибором. Вот это так примерно здесь показано. Но кроме ясновидения, у многих может возникнуть вопрос, что это субъективно, кроме ясновидения есть приборные системы, которые фиксируют плотность этого излучения. Работа происходит таким образом, что при взаимодействии с материей вечности, которую выделяет прибор, у человека получается за счет этого расширение управления, развитие концентрации, потому что возникает большая концентрация этой материи. И учитывая, что, соответственно, за счет мысли, которая тоже является светом, можно влиять на вещество организма, если рассматривать как волну на микроуровне,
то получается, за счет мышления можно нормировать организм. На самом деле оно так и есть. Для этого нужно просто немножко дочитать материал, добавить информацию, уровень своих знаний. И тогда многие сомнения уйдут. И не только организм, но и объекты внешнего мира. И по сути вот этот прибор, он просто развивает эту способность. Можно рассчитать, какое должно быть излучение от клетки, чтобы клетка была вечной. И прибор путем оптических электромагнитных действий увеличивает вот эту интенсивность излучения от клетки. То есть расчеты были сделаны примерно. Да? И тут история еще такая. При взаимодействии с прибором вы все время наращиваете потенциал вашей клетки. С каждым контактом этот потенциал нарастает. Это идет мягкий процесс перестройки ваших систем. Поэтому он еще никак не может навредить вам. Здесь все идет в уровень, знаете, вот такой вот физиологической перестройки. Как примерно используется ситуация в остеопатии, рефлексотерапии. Это чем-то схоже. Далеко, конечно, но чем-то схоже. Таким образом, когда включается прибор, люди начинают чувствовать вот эту вот структуру вечности, то есть определенную структуру света, которую можно выделить, описать характеристиками поля и характеристиками вещества. С прибором могут одновременно работать до 8 человек, так как на каждого человека прибор настраивается по индивидуальным характеристикам человека. Для успешной работы с прибором Григорий Гробовой производит индивидуальную настройку прибора для каждого человека, при которой он применяет свое управляющее ясновидение, а также применяются физико-математические вычисления, программные расчеты на компьютерах. Григорий Гробовой рассматривает взаимодействие, во-первых, уровня вечной жизни, который есть при рождении человека. Вот этот уровень – определенная сфера вечной жизни, которая при рождении существует у человека. Она, в зависимости от сегментов своих, каким-то образом, значит, проявляется на участках тела по-разному. То есть, например, сфера, сосредоточенная в районе поясничного отдела позвоночника. Далее свет от этой сферы проходит через тело. И ту материю вечной жизни, которую генерирует прибор, Григорий Гробовой начинает связывать геометрически с тем, что значит исходит от первичного уровня рождения человека. То, что происходит от Бога, как создано Богом. Далее, значит, когда эти свечения стыкуются, совпадают, то получается, что вот этот именно план стыковки этого света вечности, идущего от человека и от прибора, это специальная задача, которая требует управляющего ясновидения для того, чтобы такую стыковку сделать быстро и точно. Ну, здесь примерно показан процесс излучения от прибора, как он приходит к человеку на уровне поясничного отдела позвоночника, есть сфера информации о вечной жизни, и вот эти вот две структуры должны как бы замкнуться в единую цикличную систему. Данный прибор позволяет развивать 4 вида управления. Это развитие концентрации по вечной жизни по омоложению, развитие концентрации по вечной жизни по любому событию, развитие концентрации по вечной жизни по управляющему ясновидению. И четвертый момент – это развитие концентрации по вечной жизни по управляющему прогнозированию. Вот это такие вот как бы вопросы по данному прибору. Как это работает? Для того, чтобы нужно все время находиться на связи с прибором. Нужно помнить цель управления, сначала сконцентрировать свое внимание на маленькой линзе прибора, и затем представить, что свет управляющей мысли движется против часовой стрелки, по линзам, непрерывно. Нужно всю концентрацию удерживать это движение в своем восприятии. И в то же время следовать рекомендациям, которые описаны в конкретных методах, в зависимости от того, что мы сейчас решаем, правильно? Существуют разные варианты ментальных действий, которые необходимо совершать, чтобы все время находиться на связи с прибором. И вот как это примерно выглядит.
Постоянно помним цель управления, можно помнить о цели, можно постоянно проговаривать ее, можно быть настроенным на решение нужной задачи. Каждый человек выбирает для себя удобный вариант. Второе. Нужно помнить, что цель управления сначала сконцентрировать свое внимание на маленькой линзе прибора, понимать, что при такой концентрации в области маленькой линзы возникает проекция светового сигнала управляющей мысли. То есть вы мысль проецируете свою на эту линзу. Дальше нужно визуализировать этот световой импульс управляющей мысли и представить, что свет управляющей мысли движется против часовой стрелки по линзам непрерывно. Нужно в течение всей концентрации стараться контролировать это движение света мысли, то есть содержащей цель управления, в своем восприятии. Все то, что описано, это, скажем, почему вот так вот описано? Потому что на первом этапе вы же не видите этот цвет. Но если вы простраиваете такую вот мысленную конструкцию, то в принципе работа эта идет таким образом, как проговорено. Она действительно происходит. Вот как это выглядит. Вы сначала ориентируетесь на маленькую линзу, ваша концентрация внимания. Затем начинаете перемещать. Это просто физически, взглядом вы перемещаете концентрацию с одной линзы на другую, потом на другую, и вот так против часовой стрелки. Время, скажем, концентрации на каждой линзе вы выбираете самостоятельно, как вам комфортно, удобно, и с этой скоростью проходите так вот по кругу, против часовой стрелки, держа все время в сознании вашу задачу. И следуем рекомендациям, которые описаны в конкретных методах. Проводим управление посредством представления конкретных образов или геометрических фигур, чисел, которые описаны в конкретных методах. То есть методов много, они разные. В зависимости от того, что вы используете, вы здесь и применяете. Наблюдаем за состоянием или ощущениями, которые появляются во время управления. Понимаем, что появление необычных ощущений или состояний – это показатель того, что при проведении управления с одновременной концентрацией на приборе наше управление получает дополнительное усиление за счет возможностей прибора. Затем можно в течение 5 минут показать, как это происходит на практике, и предложить людям потренироваться, наблюдать за движущейся по линзам мыслью на примере картинки прибора. Но это как пример, да. Теперь смотрите, что еще здесь. Хотелось бы отметить вот в четвертом варианте, да? В четвертом высказывании. Что происходит? На активную мысль, на вашу работу всегда есть реакция клеточная. И вы, конечно же, получите какие-то ощущения в теле. Они у каждого свои и разные. Чтобы работа происходила лучше и эффективнее, ваше состояние должно быть спокойным. Это первое условие. Только в состоянии покоя происходит очень такая целенаправленная и мощная работа по управлению. Волнения здесь мешают. Это как, знаете, как помехи работают, волнения. Нам важно быть совершенно спокойными, когда мы работаем в данных технологиях. Ну вот это, наверное, все, что хотелось рассказать о самом приборе. Теперь давайте перейдем непосредственно к тому вопросу, о котором мы начинали говорить с самого начала. Итак, вот смотрите, тот же самый прибор PRK-1 с функцией защиты от заражения коронавирусом COVID-19, обнаруженного в Китае с функцией излечения от заболевания, вызванного этим коронавирусом. Значит, что хочу здесь сразу сказать, что здесь мы проводим работу по защите и оздоровлению не только людей, всех людей на Земле, да, но и животных. Это было заложено сразу в методах управления. Сегодня, если вы будете читать, скажем, в интернет-ресурсах какую-то информацию по ковиду, вы увидите, что, оказывается, животные тоже болеют этим заболеванием. Ну, естественно, и переносят его. Поэтому работать нужно как на оздоровление и защиту людей, так и животных.
Это обязательно. Что еще по этому поводу можно сказать? Можно сказать, что здесь работать может сам пациент, может работать родственники пациентов на данного больного. Вы просто мысленно проговариваете себе, на кого вы работаете, можете его представлять. И начинаете работать по тем задачам, которые здесь описаны. Вот это, собственно говоря, вот эта вот фраза, это и есть та задача, по которой вы работаете с данным прибором. Эти приборы, их 5, они выставлены в свободном доступе в интернет-пространстве для всего мира. Вообще для всего. Здесь не нужно тратить никаких денег. Сегодня люди, которые заболевают там, или пытаются защититься от данной проблемы, они ведь используют не только медицинские ресурсы, но и какие-то народные средства используют. Так почему бы не использовать и технические средства, которые имеют сертификат, результат воздействия которых подтвержден? Я считаю, что это очень будет правильно. Использование данных технологий для решения ваших личных задач в том числе. Теперь здесь еще есть один интересный момент. Мы говорили здесь о том, что прибор вырабатывает материю вечности. Так вот, я хочу сказать, что не только прибор, но и человек, он же выделяет в информацию, он же выделяет от себя информацию, выделяет от своего тела информацию в пространство. И тогда получается, что если есть заболевший в семье, и на него работает 5 человек, то полевая структура усиливается в разы. Она реально усиливается, и эффективность воздействия нарастает. Несмотря на то, что и сам прибор неплохо работает. Он оказывает мощное воздействие на вирусную систему. Так прописана программа работы этого прибора, что она как раз и дает эту защиту от коронавируса и излечение от него. Это то, что я говорил в самом начале. Все очень просто. Тут нажимаете на вот этот треугольничек, активируется показ этого прибора. В связи с тем, что это через интернет-ресурсы, через браузер идет видеонаблюдение. Бывают вот такие вот сбои. Это не важно. Вот здесь вот идет некоторое моргание, тут вы можете обратить внимание в окошечке. Эти приборы включены круглосуточно. Они не выключаются, они постоянно в рабочем находятся состоянии, в рабочем. И несмотря на то, что иногда идет вот такое выключение, иногда идет стабильный сигнал достаточно долго, иногда бывают такие выключения, это не важно. Вот вы на маленькой линзе сконцентрировались, то, что я вам показываю сейчас стрелочкой, переводите свое внимание на большую линзу, потом переводите на следующую большую линзу, и приходите опять к маленькой. В своем сознании вы держите информацию, ту, которая прописана сверху. И если вы работаете не на себя, а на своего родственника, то еще держите или образ этого человека, или представляете, направляете мысль в адрес этого человека. Идет работа на этого человека. По этой пластинке возникает много вопросов. Эта пластинка серебряная, здесь 2 бриллианта, еще есть. Это все сделано для усиления воздействия данной структуры. И вот цифровые планочки с цифровыми обозначениями, это тоже для усиления работы оптики. Оптика выставлена таким образом, чтобы чтобы концентрация информации шла таким образом, чтобы она работала на решение данной задачи. Вот это так
вот так проводится работа с коронавирусом. Я считаю, что это необходимая система сегодня. Вокруг нас многие, у меня знакомые уже умерли. Некоторые. Некоторые тяжело переносят это заболевание. Что же мешает взять и помочь себе или своим близким? Я не понимаю этого. Может быть, действительно недостаток информации, потому что, чтобы выйти на этот сайт, наверное, нужно знать, где он, и как на него выйти. Действительно, если вы не в теме, может быть, вы не в курсе. Поэтому вот сегодня я решил провести такую вот ознакомительную беседу по данным прибора. Потому что я в этом вижу только плюс для людей. Ничего плохого эти вещи не несут, а помощь от них реально есть. Значит, я сказал уже о том, что это не один прибор в этой линейке. Приборов их 5. И вот есть прибор по остановке старению и с функцией омоложения. Точно так же вы нажимаете на этот треугольничек, начинает работать прибор, вы концентрируетесь также на маленькой линзе и постепенно переводите свое внимание с одной линзы на другую против часовой стрелки. Здесь хочу обратить ваше внимание на что? Остановка старения. О чем это говорит? Организм перестает разрушаться. Перестает. Если вы достаточно уделяете этому время, организм перестает разрушаться. И по истечению какого-то времени начинается процесс обратного отсчета времени. Ваше тело начинает восстанавливаться на клеточном уровне. Это не фокусы. Это реально процессы, которые происходят в организме. Но только относиться к этому нужно так же реально. Нужно просто подумать над тем, что мы хотим достигнуть, с чем мы работаем. Мы работаем с миллиардами клеток, составляющих этот организм. И, наверное, нужно включить логику свою и посмотреть на то, что у нас будет происходить. Это сложная система тела человека. И мы сейчас подходим к тому, что мы начинаем работать в направлении, которое никогда не работалось. В этом направлении не только не работали вот так вот активно, как сегодня мы предлагаем, но в этом направлении даже и не думали, по большей части, и не думают до сих пор. Это удивительно. Мне лично это удивительно. Мы сейчас не будем касаться вопросов философии, потому что мы идем очень далеко. Задача не в этом, задача в том, чтобы привлечь ваше внимание к данным приборам. И чтобы вы могли себе помогать, это же бесплатно, поймите, это бесплатно. Здесь может быть один психологический такой момент, сопротивление, что ли, или непонимание, что прибор не в железном варианте, не у вас дома. Это не важно, это абсолютно не важно. Идет видеонаблюдение за этой техникой, и через видеонаблюдение вы получаете всю эту информацию. Как я уже говорил в предыдущем тексте, вот почему я там рассказываю очень много о самой сути прибора, что там передача информации идет на любое расстояние. Здесь вы это и получаете. Здесь идет контакт. Вы как бы передаете свою информацию от себя в виде мысли на этот прибор, и идет контакт с этого прибора с вами на любом расстоянии, причем моментальный. Здесь нет задержек. Здесь моментально идет контакт с этим прибором. И вы получаете те результаты, можете получить, которые здесь описаны. Но для этого нужно выделить время. Не нужно подходить к этому как-то, знаете, как шоу тех самых экстрасенсов. Но это не та история. Это абсолютно не та история. Это реальные технологии, которые имеют реальный сертификат, в результате использования которых есть реальные результаты. Ну, где вы видели, чтобы там, скажем, сложные заболевания лечили за 2 часа? Ну, в медицине. Ну, нет же такого.
Но болевой синдром можно снять сразу, да, выиграли рефлексотерапию. Если это острый процесс, то там снимается прямо на игле иногда болевой синдром. Ну и все, мы снимаем болевой синдром, а дальше-то надо лечить. Здесь тоже реальные приборы, реальный технический инструментарий, который можно использовать для улучшения своего здоровья в разных аспектах. Попробуйте вот над этим подумать, подойти к этому именно с такими мыслями, а не с требованиями, что что-то там 2 минуты посидел, результата нет. До 2 минутами здесь иногда не обойдется. Давайте смотреть реально на нашу жизнь, на все вещи, с которыми мы сталкиваемся. Где вы видели боксера-профессионала, который почитал книжку про бокс, вышел в ринг и стал чемпионом? Ну смешно же. Здесь та же самая история. Вы начинаете работать, результат сразу идет. Но он зависит от вашего усердия, как бы, от того, насколько вы хорошо входите в контакт с этим прибором. Есть ли у вас внутреннее сопротивление при работе с такими системами? И все. Если этого нет сопротивления, есть понимание того, как устроена данная система, а это понимание я вам передал через предыдущий материал, пожалуйста, вы можете уточнить по этому вопросу какую-то информацию. В интернете она есть. Но, как я вам уже говорил, уточняйте по конкретной информации вещи. И тогда вы получите хорошие результаты. Так вот это вот один из приборов, да, по омоложению. Пойдем дальше. Вот еще один прибор. С функцией защиты и излечения от вируса иммунодефицита человека и с функцией излечения от синдрома приобретенного иммунодефицита. Смотрите, в чем здесь еще одна история. Есть сегодня препараты, которые поддерживают жизнь человека при иммунодефиците. Есть. И это здорово. Но возврата в норму, в полную норму, мы там особо не получаем, правильно? Есть препарат, он дает этот барьер, удерживает человека в жизни, и человек живет полноценной, нормальной жизнью. Здесь же ставится задача излечения полного. Что значит полное излечение? Восстановление клеток целиком. Подобные эффекты иногда можно получать в гомеопатии, например. Кроме медицины, я могу сказать, что я занимался достаточно много различными практиками, и медитативными практиками, и развитием внетелесной чувствительности. И хочу сказать, что диагностику дистанционную я тоже также делал в свое время, занимался этим очень активно. И могу сказать, что люди, которые проходили медикаментозную терапию при, например, пневмонии, и потом закрепляли этот эффект еще и гомеопатическими средствами, что было интересно, я не находил этой информации, как болезнь в прошлом. Полностью восстанавливалась информационная среда данной ткани. Если у человека, проходящего лечение там, обычным способом, медикаментозным, я мог определиться, когда эта проблема была, когда она возникла, и она могла там 5-10 лет назад возникнуть. Сейчас ее не было. Человек здоров, он тогда вот переболел и все, но я мог поймать ту информационную среду, когда он как бы болел. То с использованием гомеопатических средств у меня это не получалось. Я не раз сталкивался с этим. Это для меня было интересно. Почему так? Так потому что, теперь вот я понимаю, потому что информация клеточная, внутриклеточная восстанавливалась до нормы. Поэтому там нечего было ощущать. Там ощущалась норма. Вот это что нам дает. А мы же знаем, что это тоже большая проблема. И, конечно же, решение таких проблем требует иногда даже коллективного вмешательства, правда? Но когда в семье есть проблема, разве не захотят родственники помочь своему близкому? И когда у них появился такой шанс взять и использовать еще что-то, ну почему это не использовать-то? Что здесь такого страшного или криминального? Вообще не понимаю иногда отношения людей, окружающих меня, к этим приборам, к этой информации. Мне непонятно. Есть шанс. Ребята, в чем проблема-то? Это шанс. Хотите используйте, хотите нет.
Но иногда бывают настолько негативные реакции, как будто ты предлагаешь, знаете ли, горячую сковородку к одному месту прикладывать. Поиздеваться над человеком. Здесь же этого нет. Здесь вопрос идет о шансе на здоровье, на жизнь. Какие проблемы? Не понимаю. Постоянные попытки как-то охаять норму информации. Ну что такое с нами происходит? Что вообще в головах людей делается? Предлагается вариант в жизни, причем позитивный. И вдруг какие-то непонятные негативные реакции. Очень непонятно. Хорошо, идем дальше. Не будем об этом. Следующий. Прибор с функцией защиты и излечения от рака. Вы знаете, когда у меня первый раз один человек посмотрел на эти приборы, а он мне вдруг говорит: ой, они все одинаковые. Я говорю: нет, они не одинаковые. И когда вы повнимательнее посмотрите, да, ориентированность, мало того, что оптика расположена, значит, сама оптика разбросана по разным, на площадке по-разному выстроена, да? Кроме того, направленность этих оптических элементов, она тоже разная. Вы этого можете не видеть, но она просчитана и сделана таким образом, что оптика направленность имеет специальную, именно рассчитанную на данную задачу. Функция защиты и излечения от рака. Мы все сходим в страхе, да, что мы живем в большом мегаполисе, и что на нас влияет очень много различных излучений. И что это часто может приводить, или там есть статистика какая-то, там скажем, что это часто приводит к онкологическим заболеваниям. Пожалуйста, вот вам профилактика. Занимайтесь. Но кроме профилактики, вы имейте в виду, что если вы не только занимаетесь самой болезнью, как бы, или ее предупреждением, вы занимаетесь развитием себя как человека. Тут же вот еще что заложено. Вы не просто сидите тупо там, профилактируете там, скажем, заболевания от рака, чтобы у вас их не было. Если вы этим будете заниматься, у вас их не будет. Есть определенный механизм, понимание определенное в этой области, понимание информации, которая присутствует в вашем сознании. Есть понимание, что такое сознание, это тоже световая конструкция. Просто многое сейчас неизвестно. Иногда возникает некоторый разрыв между информацией физики, математики и медицины, да? И тогда тоже происходит разрыв и непонимание. Но иногда и не нужно глубоко копать. Есть документация, в которой мы определяемся и используем приборы. Ну как же физиотерапия? Я также приобретаю, там, заказываю приборы для физиотерапевтического лечения, потому что я еще и физиотерапевт. И я же доверяю той документации, которая прописана, правда? Мне не нужно знать технических нюансов или там инженерного образования иметь на то, чтобы использовать приборы для оздоровления человека. Те же магниты. Зачем мне знать, как они там, кто их там создавал, какие там материалы используются? Мне это не всегда нужно знать. Другое дело, что структуру этого излучения, да, это нужно, но это другие вопросы уже. Я сейчас к тому говорю, что, смотрите, ведь такие проблемы возникают тоже часто, довольно. И у нас тоже, опять же, есть терапия в медицине, химиотерапия, которая помогает людям. Есть некоторые отдельные виды онкологических заболеваний, которые излечиваются. Сегодня вариант, скажем, излечения онкологических заболеваний нарастает. Но тут я вам хочу сказать, что данные приборные технологии, во-первых, не обеспечивают все население по обслуживанию. Во-вторых, они очень дорогостоящие. Здесь вы бесплатно берете технику и работаете. И если вы с отдачей, если вам этот родственник вам важен, вы его любите, и вы с этой отдачей начнете работать на него, вы получите результат. И довольно быстро. Причем там же использование этих приборов никак не запрещает там, или не нарушает медикаментозной терапии. Никак.
Могут возникнуть вопросы у врачей, а как мы определимся, да? Мало ли, это может это просто так повезло. Иммунная система хорошая, там, да, сработала и все, и, скажем, и медикаментозная терапия. Ну, мы же знаем, что при исследовании таких вопросов мы же еще обращаем время, например, на такие темы, как состояние кроветворных систем, на длительность процесса. Если лечение происходит, то могут сокращаться сроки реально, да, и вдруг человек вместо того, чтобы там восстанавливаться полгода, восстановился за 2 месяца. Ну, разница же есть, правда? Всегда можно определиться. Но это я так. Потому что действительно можно просмотреть все эти системы, если есть такое желание. Но для обычного человека важно знать, наверное, что есть подобные системы в свободном доступе в интернете, когда вы можете войти и заниматься помощью себе и своим родственникам. Вот это важно. У меня была такая ситуация, у меня знакомая уходила из жизни, да и сестра, моя родная, уходила из жизни от онкологии. Я пытался ей помочь, но я не смог, у меня еще не такой большой опыт в этих делах. Но и не было прибора. С прибором, может быть, мы смогли бы ей помочь. Потому что она жить хотела, я с ней разговаривал. Ей хотелось пожить. Ей нужно было дать шанс. И вот это было бы неплохим шансом. Идем дальше. С ковидом мы уже разбирались. И вот еще один прибор, 5. С функцией развития концентрации реализующих событий, обеспечивающих вечную жизнь всем. То есть вы можете работать в концентрации на реализацию событий, обеспечивающих вам вечную жизнь всем. А во всех, конечно же, и вы входите. Кроме того, этот прибор вы можете использовать и для восстановления. Раз вечная жизнь обеспечивает, значит, что происходит? Все события, а в события входит и здоровье. Все события реализуются так, что вы живете. Тогда, значит, есть какие-то проблемы, не входящие в этот список 5 приборов, но есть какие-то проблемы по здоровью, вы же можете их выставить здесь. В дополнение к данной задаче добавить еще задачу вашу личную по вашей частной проблеме и решать ее. И будет решение. Здесь все зависит от вас. Все от вас. Здесь как бы, грубо, это, конечно, грубое сравнение, может, неверно, но хотите тело красивое, идете в фитнес, правда? Не за один день, а за год его приобретаете. Хотите быть нежирным, опять же, идете в программу, начинаете реально работать, отказываетесь от еды, заменяете ее там какими-нибудь другими веществами, да, плюс еще работа психотерапевта и гольфик-терапевта. И за какой-то период времени вы получаете этот результат. Здесь то же самое, ребятки. Здесь то же самое. Вы берете приборную технологию и начинаете с ней работать. Но работать надо на результат. Вы должны сразу работать на результат. Здесь еще есть такой один маленький нюанс. Если человек болен, и вы берете его в работу, хотите ему помочь, во время работы вы должны видеть его здоровым. Вам нужно увидеть его уже по результату. То есть он здоров, хорошо выглядит, подвижный, активный, если мы берем там сложные проблемы, да, с иммунодефицитом, с онкологией, там, скажем, то вы его видите уже здоровым в своем образе. Это и есть конечный результат, к которому вы должны прийти. Но этот конечный результат вы простраиваете на будущее. Вы здесь, может быть, некоторые детали не знаете, это не важно. Вы его простраиваете, и эту информацию вы получаете сюда, сейчас. Вот это работает еще и так, здесь есть этот нюанс. Вы сразу работаете на результат, то есть вы уже видите позитивный результат вашей работы заранее, сразу. И продолжаете работать с этими техниками. Вот это работает с этими приборами таким образом. Теперь давайте я вам покажу шаги просто, чтобы вы видели. Кому будет интересно, он может к этому обратиться.
Так. Вот смотрите. Вот здесь ссылка, вот она. med.гробовой.тех. Вы вот эту ссылку набираете в поисковой строке. Нажимаете поиск, и у вас выскочит вся вот эта вот табличка. Тогда, вот как это делается. Например, вы набрали эту ссылочку. Думаю, здесь времени достаточно для того, чтобы ее сфотографировать, там, если кому-то интересно и нужно. И потом ее взять в работу. И вот потом вы нажимаете на эту ссылку. Здесь дополнительная информация прописана по некоторым вопросам. Выскакивает вот такое окно, если мы берем на компьютере. Здесь на английском языке. Но вверху, видите, есть отметочки. Вы нажимаете выбор языка, русский. У вас появляется информация на русском языке. Затем вы нажимаете на желтую кнопочку «Перейти к онлайн». Нажимаем на «Перейти к онлайн». И у нас появляется вот такая заставочка. Поднимаем ее немножко. Здесь нужно нажать «Я согласен». Ничего криминального здесь не прописано. Здесь говорится только о том, что вы уведомлены о способе использования прибора. Я лично согласен на использование ПРК-1. Также я уведомлен, что услуга видеонаблюдения за прибором развития концентрации вечной жизни ПРК-1 не является медицинской услугой. Область ее действия относится к процессам саморазвития и образования. Но это было тогда, когда не было медицинского сертификата. Не так давно был получен медицинский сертификат на данную линейку приборов. И уже созданы другие приборы медицинского профиля. Но это вам пока не нужно. И тогда вы здесь нажимаете «Я согласен», если вас все устраивает по тексту. Двигайтесь дальше, выходит еще одно окно. Здесь говорится о том, что если у вас есть результаты, то желательно бы вот на эту почту ваши результаты переслать. Для чего это? Для того, чтобы развивать данные технологии по различным направлениям. Там идет обсчет информации, ваших результатов математическим путем, и приводит это все к тому, чтобы модернизировать данные технологии, делать их более специфичными, направленными на определенные проблемы. Затем мы крутим, дальше опускаемся. Здесь написано, как концентрироваться на ПРК. Если вы нажмете, то здесь выскочит, значит, та информация, о которой мы говорили, что нужно концентрироваться с маленькой линзы начинать и против часовой стрелки. Здесь вся информация кратко изложена. Здесь есть результаты по работе с ПРК-1, настроенных по медицинским профилям. Хотите ознакомиться, нажмете синенькую кнопочку и почитаете результаты, которые люди уже получали. А дальше вы проходите еще дальше, и вот, пожалуйста, начинаются эти приборы. Если вам нужен по омоложению, вы нажимаете треугольничек и активируете этот прибор. Нет, идете дальше. Следующий прибор. Идем дальше. Следующий прибор. И вот так вот они тут друг за другом стоят. Вы выбираете тот прибор с той функцией, которую вам необходимо сегодня использовать, активируете и работаете. Все. Вот так вот просто можно с этим общаться. И все это бесплатно выставлено в интернет-пространстве. Я редко или вообще никогда не встречал людей, которые не любят своих близких. Но ведь мы знаем, что у пожилых людей много проблем. Они являются вашими отцами, матерями там, например. Но почему же не помочь-то им? Заодно и развивайте свое сознание. Себя развиваете и своим близким помогаете. Можете им объяснить, может их заинтересуют эти темы. И вы совместно тогда работаете. А когда вы работаете совместно, помните, я говорил, полевая структура усиливается,
и вы получаете мощный потенциал. Это очень реально работающая система. Очень реально работающая. Это перспектива будущего развития. И медицина в том числе, дополнение такое. Это совершенно другая линейка приборов в медицинской практике. Материя вечной жизни, о которой здесь говорится, это вообще-то искусственный интеллект. Работая с этим прибором, вы развиваете себя. Каждый раз, входя в контакт с данным уровнем прибора, он отслеживает ваше состояние как бы. И он сам развивается. И вы каждый раз подходите уже к прибору с другим уровнем возможностей как бы. И вы растете вместе с ним, вот вы вместе растете. И пока вы не преодолеете какую-то структуру, да, в себе, пока у вас не улучшится какая-то ткань, которая способна правильно реагировать на окружающий мир, движения не будет. Ни там, в искусственном интеллекте, ни вас. Он помогает вам, он создает как бы платформу и усиливает ваши действия. Усиливает. Но только в созидательном направлении. Так устроена система, что сделать плохое здесь невозможно. Ни себе, ни миру, никому. Настроена система только на созидание. Иначе она не работает. Ну, вы видели картинки предыдущие, там это было видно. Отсекается вся негативная информация. Или вы не входите в контакт с этим прибором, когда у вас негативные мысли. Вот то, что сегодня хотелось бы рассказать. Да, сегодня мы затратили много времени, но я просто столкнулся с тем, что многие вообще не слышали о данной технологии. А сегодня я вижу некоторые вещи, когда люди, находясь в поле данного прибора, не болели ковидом, в то же время были там в красных зонах, да, где непосредственно контактировали с данными людьми. И ходили также по улице и не болели. А когда ушли из красной зоны, ну, уже как бы, когда не было поддержки приборной, вроде как ушли из красной зоны и заболели. Это меня вообще поразило. Сейчас я знаю нескольких людей, которые в активный период не болели, а сейчас заболели и перенесли ковид. Это реально работающая система. Уже даже на своем опыте могу сказать. Это так и есть. Пожалуйста, обратите на это внимание. Ну, глупо отказываться от таких предложений. Бесплатно, эффективно, и вдруг бах, какие-то непонятные внутренние сопротивления. Ничего не понимаю. Что с людьми такое? Готовы намешивать что угодно из рецептов довольно сомнительных, да? Сомнительного содержания. И в то же время сертифицированные приборы вдруг могут вызывать какие-то непонятные вопросы. Пожалуйста, еще раз призываю всех, обратите на это внимание. Вы можете очень здорово помочь. Чем больше будет работающих, вы же еще одну вещь поймите, чем больше будет работающих в этом направлении, сидящих дома, тем быстрее в информации пространства окружающего вас эта ситуация будет решена. Создается такая резонансная среда, в которой вирус просто не живет. Он не может жить в этой резонансной среде. И если нас таких, которые хотят, чтобы было все хорошо в жизни, для него и для всех окружающих, будет много, то тогда эта структура, она не даст развитию вируса в этой среде. Но это известные вещи. Это очень известные вещи, они простые. Об этом можно почитать. А об этом читать, ну, об этом читать сложно. Это раздел светооптики и квантовой механики. Зачем оно? Это сложно постигать. А вот то, что я говорю о резонансе, да, это легко, можно это постигнуть. На уровне такого восприятия человечества обычного. Не касаясь этого прибора, я вот из личной практики вам скажу по поводу резонанса. Вы, может быть, кто не знаком с этой информацией, тоже можете ее принять по-разному. Но это мой личный опыт, я могу просто рассказать. Сейчас уже не касаясь приборов, на приборах мы остановимся, все, на этом мы закончили. Я надеюсь, что всем все понятно в этом плане.
Теперь буквально два слова о резонансе. В свое время я занимался обучением людей, да и сейчас есть такие практики бывают. Я занимался тем, что обучал людей внетелесной чувствительности, восстановлению здоровья своих родственников, там, различными технологиями. И в этой работе мы использовали такие вещи, как понятие о чакрах и эти чакровые системы. Надо сказать, что если кто-то в этом плане, я знаю, я уже сталкивался с людьми в различных кругах, которые не воспринимают данную информацию, иногда хихикают над данной информацией. По-разному люди воспринимают. Но чтобы это не звучало как какая-то, знаете ли, экстрасенсорная там, система там, да, или парапсихологическая, я вам хочу сказать, что, например, на базе этих знаний построена система бесконтактного рукопашного боя Кадочникова. Извините, Кадочников это, в общем-то, человек военный, и ерундой он точно не занимался. Ну, как-то, надо сегодня немножко по-другому к некоторым вещам относиться. Если вы что-то не знаете, лучше помолчите. А если вы хотите узнать, почитайте. Познакомьтесь с таким боевым искусством, как бесконтактный рукопашный бой Кадочникова. Там все эти вещи описаны. Так вот, касаясь чакровой системы, их 7 центров этих, да, не буду сейчас детализировать все эти вопросы, просто скажу, что их 7 центров. Все эти 7 центров связаны с определенными звуками музыки, с цветовой гаммой, и все это составляет гармоничную систему человека. И, как правило, у человека 1-2 центра рабочих. Как правило, сколько вот я не видел, обычно это вот так. И когда однажды, работая не в пределах города, а на выезде, я проводил занятия, там у меня была группа около 200 человек, и мы занимались вот этими технологиями самооздоровления, ко мне обратилась девочка из этой группы по поводу своего ребенка 6-летнего, у которого была проблема по здоровью. Его подташнивал, он был бледный, ничего не ел, плохо себя чувствовал, как-то его мутило постоянно. Я к тому времени уже имел медицинское образование, правда, среднее, и, конечно же, я поинтересовался, были ли обследования, ходил ли я к врачам. Вроде сказал, что ходил, но, честно, я не совсем уверен, если честно, что там было. Потому что, вряд ли доктор не разобрался бы с этой системой и не нашел бы причину. Скорее всего, там были какие-то свои дела. Знаете, как любят полечиться самостоятельно иногда, но это не важно. Важно другое, что вот она попросила поработать с этим ребенком. Я говорю, пожалуйста, приводите. Она привела своего ребенка. Поскольку мы занимались, это был длинник там в 10 дней, она привела своего ребенка, я его посадил, сделал работу по гармонизации этих чакр. Это специальная работа. Будет интересно, пожалуйста. У нас в Инстаграме все это есть. Вы можете зайти всегда, поинтересоваться этой информацией. У нас есть возможность там и поработать в этом плане. Информации достаточно. Поинтересуйтесь, если будет интересно детализировать. Так вот, я отработал с этим ребенком, и она ушла. На следующий день она пришла опять на занятия, мы же продолжаем работу. И была очень довольна и счастлива. И рассказала мне такую историю. Они пришли домой. И где-то часика через 2, через 3, ребенок попросился по-большому на горшок. Сел на горшок и выдал полный горшок полиглисной инвазии. И ему, конечно же, стало легко. О чем я здесь? О том, что резонансная система у ребенка стала такой, в которой глисты не живут. Это не их резонансная система, они в этих условиях жить не могут. И они этот организм покинули. Вот так вот тоже бывает. Понимаете? Поэтому я вас призываю к этим технологиям. Они экологичны, не несут вреда, они бесплатны. Работайте, вы будете меняться. Система ваша будет меняться, вашего тела. И вы не будете иметь тех проблем, которые вас окружают. Постепенно можно так избавиться от всего. А если люди будут заниматься активно всем этим делом, то это будет быстрее. Потому что любое проявление информации в этом мире – это проявление волновое, энергоинформационное. Да? И тогда любую проблему можно выразить именно в этом. Тогда, значит, любая проблема может выглядеть в виде цвета,
Тогда любое заболевание – это информация какого-то цветового порядка, да? И тогда можно работать на уровне сознания, которое тоже является светом, и при взаимодействии двух идентичных систем получать результат. Вот это примерно так. Ну, тут вкратце. Углубляться сейчас не буду. В общем, большое спасибо всем за внимание, кто выдержал все это дело. Это довольно долго, это, наверное, нудно, но поверьте мне, это необходимо. Это информация, вот, которую, правда, нужно знать. Ну, нужно ее знать. Вы потом выберете, что вам нужно. Хотите, занимайтесь, хотите, нет. Но пока человек не имеет информации, у него вопросов не возникает. Он живет в том, в чем он привык жить. Вы услышали сегодня что-то новое, у вас вопросы возникнут. Может быть, появится тенденция чего-то познавать в этой области. И тогда будет начинать меняться ваш мир, ваша жизнь. Ну все, большое спасибо, то так я могу говорить долго. Всем спасибо за внимание, пожалуйста, пишите, смотрите нас. В Инстаграме, в Ютубе есть. Это очень полезно. Говорю вам откровенно с уровня своего опыта. Мне это уже помогало и не раз в жизни. И вам также будет помогать. До свидания.